Что такое ремонт-ивенты? Сегодня я расскажу, что такое ивенты и как ими пользоваться в Roblox Studio. Для начала расскажу то, что должен знать каждый. С помощью ремонт-ивентов можно отправлять события как от игрока серверу, так и от сервера к игроку, либо игрокам. Тут то есть разное. Есть Fire сервер, Fire клиент и Fire All клиент. Fire сервер отправлять какое-то событие от игрока серверу. Fire клиент, ну это уже логично, это от сервера клиенту, то есть нам. Либо Fire All Clients. Это отправить события от сервера ко всем игрокам. К примеру, ты и твой друг, вы оба получите один и тот же ивент. Для чего это вообще надо? Каждый знает то, что если перегрузить сервер какими-то действиями, скриптами, то у тебя поднимется require в игре. Если у тебя require в игре высокий, то у тебя будут скрипты подвисать. Пример этого, когда у тебя высокий пинг, у тебя начинает затормаживать, то есть работать с задержкой. Вот, это надо, чтобы этого не было. Давайте наглядно покажу, как от игрока отправлять ивент серверу. Закрываем, включаем Properties и Explore. Давайте в стартер GUI добавим Screen GUI, в него же мы добавим Text Button. Это будет наша кнопка, через которую мы будем отправлять ивент. Ее можете настроить как хотите, это не особо важно. В Replica Storage обязательно нужно добавить Remote Event. Он будет отправлять ивент от игрока серверу. Добавляем Text Button Local Script. Hello World можно убрать. К примеру, пишем переменную статус. Она будет у нас изначально false. Подключаем наше нажатие, пишем script.parent.mousebutton один клик. Обязательно mousebutton один клик, потому что это нажатие левой кнопки мыши, то есть LKM. Пишем connect function, пишем следующее. Если наш статус будет равен false, то мы сделаем статус true. И наоборот, если статус будет равен true, то мы сделаем статус false. Сейчас мы сделали это локально, и сервер не знает о том, меняется ли какое-то значение при нажатии на кнопку. Пишем game.replicastorage.remoteEvent и добавляем fire server, обязательно fire server, потому что это означает то, что мы от клиента обращаемся к серверу. И в этом сервере передаем наш статус. То же самое мы добавляем сюда. Теперь сервер будет об этом знать. Давайте добавим серверный скрипт. Без разницы, можем его никак не называть. Теперь нужно сделать, чтобы сервер слушал ивенты. Пишем game.replicastorage.remoteEvent.onServerEvent connect и function. Добавляем после function в скобочки 3 точки. Мы будем использовать аргументы, потому что аргументы это более гибкая система, чтобы принимать разные ивенты, не только какие-то определенные. Ну и для удобства это лучший вариант. Чтобы эти точки как-то распознать, пишем local args будет равен таким скобкам и 3 точки. Из этого мы будем получать наши аргументы. К примеру, сделаем первый аргумент. Первый аргумент это всегда будет игрок, то есть arg1 равен args в скобках 1. Это мы можем легко проверить. Пишем print и arg1. Сейчас мы в этом убедимся. Запускаем игру. Для наглядности покажу output. Нажимаем на кнопку, получаем игрока. То есть arg1 в любом случае всегда будет игрок, потому что с локала передается первым именно игрок. Потом уже идут какие-то действия. После игрока уже идут какие-то аргументы. Сначала идет всегда только игрок. Теперь это не особо важно, это мы можем убирать. Добавляем arg2, и он будет args2. Пишем print arg2. И теперь мы увидим состояние, которое игрок передал сервер при нажатии на кнопку, то есть будет true. Еще раз нажмем, будет false. И так дальше. Сейчас покажу другой способ, как можно пользоваться этими ивентами. То есть это мы можем все спокойно убирать. Пишем заново script.parent.mousebutton один клик. Добавляем connect function, скобки, обязательно. Теперь при нажатии будем вызывать ивенты Replica Storage Remote Event, Fire Server. Только в Fire Server мы теперь будем передавать, к примеру, значение button. Заходим в серверный скрипт и теперь пишем, если arg2 равен button, то мы будем писать print button. В другом случае мы будем писать print no button. Теперь можно это зайти и проверить. Нажимаем на кнопку, получаем button. То есть если бы мы передали какой-то другой ивент, к примеру не button, а какой-нибудь key, то мы бы получили от сервера no button, потому что аргумент не будет ему равен. И обязательно запомните, потому что arg1 в таком случае, если мы будем вот так вот передавать, будет всегда равен игроку с локала. Любой ивент от игрока изначально будет первым аргументом именно игрок.
И это очень важно, потому что иногда даже путаюсь в этом я. И забываю то, что первый аргумент это именно игрок. Поэтому не совершайте таких ошибок, все будет хорошо. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Рудев, русский разработчик. И раз это первое видео, то я расскажу об этом в конце. У меня есть основной аккаунт Rudevs на 3500 подписчиков. Вы видите его на экране. Так получилось, что я создал именно новый аккаунт. И он теперь называется Rudev. Вы сейчас на нем смотрите видео. Поэтому теперь это мой основной аккаунт. И все видео, которые я буду записывать, они будут выкладываться именно на канале Rudev, а не Rudevs. Также у меня теперь новый Discord сервер. Его можно найти в описании под видео, либо в профиле на канале. Нажми лайк, подписаться и всем пока.